Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал «Рецепты для лентяев». У меня для вас подборка классных, полезных рецептов для новогоднего или праздничного стола. Я уже выкладывала первую часть, если вдруг не видели, ссылочку на нее оставлю в описании под видео. Там было очень много интересных, классных рецептиков. В этой подборке их будет ничуть не меньше. Начнем, ребят, с закусок. Очень простенький рулет из лаваша. Натираем 100 грамм сыра и 2 вареных яйца. А дальше очень быстро все собираем. Берем лист лаваша, смазываем его паштетом. У меня это паштет из куриной печени. Намазали и накрываем вторым листом лаваша. Берем пару ложек сметаны или натурального йогурта и размазываем. К сметане можно добавить горчицу, острый соус или чеснок. Посыпаем тертым сыром и накрываем третьим листом лаваша. Также смазываем сметаной или натуральным йогуртом и посыпаем вареным яйцом. Слегка подсаливаем, сворачиваем в плотный рулет и убираем в холодильник минут на 30. После чего достаем и нарезаем на порционные кусочки. Закуска очень простая, традиционная, при этом очень вкусная. Готовится она невероятно быстро. Следующая чуть-чуть позамороченней, но на самом деле тоже очень легкая, простая, но при этом, господи, как она божественно красиво выглядит и какая она потрясающе вкусная, ребят. Обязательно приготовьте. Вот для меня это мой один из любимых рецептов таких закусок. В блендер добавляем килограмм печени. Я брала куриную. 3 яйца. Солим, перчим, добавляем чеснок, у меня он сушеный, и перемалываем до однородной массы. Добавляем чайную ложку разрыхлителя и 3 столовые ложки муки. Все хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Масса будет жидкая. Противень застилаем бумагой для выпечки и смазываем растительным маслом. Выливаем тесто и отправляем в духовку на 10-15 минут до полной готовности. Пока корж запекается, нарезаем луковицу на кубики и режем грамм 30 грибов. Обжариваем на сковородке сперва лук до легкой золотистости, а затем добавляем грибы. Солим и жарим до готовности. Коржу даем остыть, а затем нарезаем на порционные кубики. Я для удобства использовала формочку. На одно пирожное понадобится 3 кубика. 2 из них смазываем творожным сыром и выкладываем обжаренные грибы и лук. Собираем таким образом пирожное. Проделываем это со всеми квадратиками. Затем пирожные накрываем пленкой и убираем на пару часиков в холодильник. Готовые пирожные украшаем сметаной или натуральным йогуртом. В центр выкладываем икру и добавляем веточку зелени. У меня это розмарин. Сочетание печеночных коржей, творожного сыра и жареных грибов невероятно обалденное. Все гости будут в восторге. Для следующей закуски в миске смешиваем 2 столовые ложки растительного масла, пол чайной ложки сахара, чайную ложку соли, немного черного молотого перца, чайную ложку горчицы, чайную ложку яблочного уксуса и 2 зубчика чеснока. Берем помидоры, у меня это черри, я их просто разрезаю пополам, но вы можете взять любые крупные томаты и нарезать их на небольшие кусочки или на кружочки. Еще нам понадобится грамм 100 сыра, у меня это моцарелла, можно взять что-то наподобие, например, фету или адыгейский. Нарезаем небольшой пучок свежей зелени, подойдет любая, я брала кинзу.
Дальше остается все хаотично красиво разложить на тарелке. Поливаем заправкой и сверху посыпаем зеленью. Получается вот такая легкая пикантная закуска. А прежде чем рассказывать следующий рецепт, я хочу показать, что мне такого интересного прислали на обзор. Сразу скажу, эта вещь точно будет незаменима, если у вас есть огород, дача или свое хозяйство. Речь пойдет об автоклаве Булат. Он позволяет делать всевозможные заготовки с минимальными усилиями. Во-первых, не нужно стерилизовать банки. Во-вторых, в автоклаве есть два режима готовки – на воде и на пару. И за счет режима на пару можно консервировать в 3 раза быстрее. Кроме того, в некоторых моделях установлен ТЭН, за счет чего можно нагревать автоклав и на плите, причем от любого типа, и от сети. А еще есть специальный клапан сброса давления на 1,5 атмосферы. Автоклав можно спокойно забирать с собой, например, на дачу и делать заготовки прямо на месте. Помимо консервации овощей и фруктов, в нем можно готовить тушенку, рыбные консервы, заправки для супов и сами супы. Вторые блюда, типа круп с мясом, можно делать соки, сгущенку, варенье, джемы. Также есть специальные зажимы для крышек СКО. Корпус выполнен из медицинской стали и не подвержен ржавчине. Автоклав способен выдержать давление до 3 атмосфер, а значит крышки на банках будут надежно зафиксированы. У меня автоклав на 25 литров, и в него за один раз можно спокойно поместить до 28 пол-литровых банок. В описании под видео я оставлю ссылку на сайт, где можно будет приобрести автоклав. Причем для моих зрителей будет дополнительная скидка в 500 рублей. А также оставлю ссылку на YouTube канал, где можно подробнее посмотреть, как работать с автоклавом и как он облегчает процесс консервации. Ребят, еще у меня есть, знаете, такие потрясающие бутербродики. Очень современная подача, очень вкусное сочетание. Тунец с грейпфрутом, это потрясающе божественно, выглядит тоже невероятно красиво, поэтому прям рекомендую от всей души. Заранее подготавливаем дольки грейпфрута и разрезаем на четвертинки вареные яйца. На хлеб выкладываем листья салата. Сверху укладываем консервированный тунец. А дальше яйца и грейпфрут. Если такое сочетание кажется слишком непривычным, то грейпфрут можно заменить на нарезанные помидоры черри. Тоже будет вкусно. При этом получится более традиционное сочетание. Подсаливаем яйца, добавляем немного бальзамического уксуса, и вот такие красавцы готовы. Для следующей закуски в миску выкладываем 50 грамм творожного сыра, грамм 100 консервированного тунца и чайную ложку горчицы. Все разминаем вилкой до однородной массы. Перекладываем в кондитерский мешок. Свежий огурец режем кружочками. Выдавливаем на него намазку из тунца. Сверху добавляем маслины или оливки, украшаем зеленью. Получаются очень легкие, полезные рыбные канапешки. Следующая закуска – это тоже такая моя большая любимица, которую я довольно часто готовлю. Невероятно классное, вкусное сочетание, при этом безумно красиво, ярко выглядит. Делается очень легко. Крупную вареную свеклу режем тонкими слайсами. В миску выкладываем творожный сыр, добавляем сушеный или свежий чеснок, немного лимонного сока и все хорошо перемешиваем. Свеклу можно оставить как есть, но если хотите сделать максимально красиво, то при помощи круглой формы обрезаем края. Наносим творожный сыр, посыпаем кедровыми орешками, добавляем немного зелени и сгибаем пополам. Творожный сыр с чесночком и кислинкой от лимона шикарно сочетается со свеклой. А для красивой подачи можно дополнительно посыпать блюдо орешками и добавить зелени. Для следующей закуски берем любую мясную нарезку, намазываем немного хумуса, можно заменить на творожный сыр, добавляем вяленые томаты и немного зелени. У меня это кинза. Для красоты можно высунуть немного зелени наружу, скручиваем это все в рулетик.
Сверху посыпаем зернами граната. Тоже невероятно шикарные рулетики, очень красиво смотрятся, очень вкусные, полезные, так что обязательно готовьте. Дальше у нас идут рецепты салатиков. Тоже никакого майонеза, очень полезные, классные, организм и ваша фигура точно скажет за них спасибо, а гости останутся в восторге. Нарезаем свежий огурец кубиками. Берем зеленое кисленькое яблоко и также нарезаем его на небольшие кубики. Мелко режем стебель сельдерея, он придаст свежести салату. Нарезаем салат айсберг. Вместо него можно взять китайскую капусту или любую другую листовую зелень. Заправляем салат натуральным йогуртом или сметаной. Если хотите, по желанию немножко подсаливаем. Он получается очень легкий и хрустящий. Для следующего салата нарезаем 150 грамм готовой курицы. Можно вареной, можно запеченной. Добавляем немного китайской капусты. Режем кубиками крупную вареную морковь. Нарезаем пару крупных маринованных огурцов, либо, как я, горсть корнишонов. Добавляем 100 грамм консервированного горошка, при необходимости подсаливаем и заправляем все сметаной. Следующий салат будет теплым. Для него понадобится баклажан. Нарезаем на кружочки, солим и оставляем минут на 20-30, чтобы баклажан дал сок. Один болгарский перец нарезаем соломкой. Баклажаны хорошо отжимаем и обжариваем с двух сторон по 3-5 минут до золотистого цвета. Убираем и на их место выкладываем перец. Обжариваем буквально 2-3 минуты, чтобы он стал мягким. Баклажан нарезаем соломкой, выкладываем в миску. Добавляем перец, листья салата режем соломкой или рвем руками. У меня это салат романо. Еще нам понадобится 150 грамм моркови по-корейски и 200 грамм консервированной фасоли. Заправляем растительным маслом и салат готов. Салат, ребята, он потрясающе вкусный. Вот я его готовлю уже несколько раз. Каждый раз это полный восторг. А еще у меня для вас красивая рыбка, праздничная, со сливочным соусом, яркая, нарядная, но и готовится очень легко. В миске смешиваем пару столовых ложек оливкового масла, столовую ложку лимонного сока. Добавляем специи, сушеный чеснок, базилик и молотый перец. Перемешиваем, и маринад готов. Противень застилаем пергаментом и выкладываем филе рыбы. У меня это семга. Смазываем маринадом и солим. Проделываем это с двух сторон. Выпекаем при 180 градусах 20-25 минут, в зависимости от толщины рыбы. Делаем сливочный соус. В сотейник выливаем 40 грамм растительного масла, добавляем 60 грамм сливочного и подсыпаем немного сушеного чеснока. Полностью растапливаем сливочное масло, после чего добавляем столовую ложку муки. Все быстро-быстро перемешиваем и даем муке прожариться секунд 30-40, продолжая перемешивать. После чего потихоньку небольшими порциями вливаем 400 мл сливок жирностью не менее 20%. Пока вливаем сливки, постоянно перемешиваем. Постепенно смесь станет однородной. Подсаливаем, добавляем столовую ложку лимонного сока и еще пару минут варим на слабом огне, чтобы соус стал погуще. По консистенции соус получится вот такой. Когда он остынет, станет еще гуще. Выкладываем рыбку, сверху поливаем сливочным соусом и для праздничной подачи украшаем красной икрой. Немного, конечно, жирновато за счет сливочного соуса, но, во-первых, с ним невероятно вкусно получается, очень нежно. Рыбка, она такая просто вот необычайно классная. Но есть и более диетический вариант, можно запечь кролика, он будет
просто по-царски красивый, обалденный, ароматный. Гости будут поражены. Если кролик молодой, то можно сразу мариновать. Если взрослый, то залейте его водой и добавьте немного уксуса, оставив на 1 час. После чего слейте воду, добавьте столовую ложку горчицы в зернах, сок половины лимона, соль, перец. Еще понадобится 2 столовые ложки сметаны, зубчик чеснока. Посыпаем все куркумой, буквально пол чайной ложки. Этой смесью хорошо обмазываем кролика и оставляем мариноваться на несколько часов, либо на всю ночь. Затем кролика нужно запечь. Накрываем его фольгой и отправляем в духовку. Запекаем при 190 градусах 1 час. После чего снимаем фольгу и запекаем еще минут 20 до готовности в режиме конвекция, чтобы кролик подрумянился. После чего украшаем его апельсинами, гранатами и зеленью. Вот такой он получается красавец. Для следующего рецепта нам понадобится курица. Мы ее промываем, просушиваем, лишнее отрезаем, хорошенько солим и перчим снаружи и изнутри. Посыпаем молотым имбирем, куркумой, добавляем немного кайенского перца для остроты и сушеный молотый чеснок. Дополнительно обмазываем растительным маслом. Фаршируем курицу ананасами. Можно взять свежий, можно консервированный. Затем зашиваем курицу либо нитками, либо, как я, шпажками. А далее запекаем до готовности. В итоге получается вот такая золотистая, сочная курица с кисло-сладкими ананасами внутри. Сверху мы поливаем ее соком и можно подавать на стол. Ну и, конечно, какое застолье без десертов я покажу. Очень ппшные, низкокалорийные, вкусненькие. 350 мл сливок нагреваем, но не кипятим. Добавляем 3 столовые ложки сахара, либо сахарозаменителя, 10 грамм желатина и все хорошенько перемешиваем до полного растворения. Даем постоять минут 10. Затем берем чайную ложку кофе, заливаем горячей водой, перемешиваем, вливаем к сливкам. Разливаем массу по стаканам. Количество хватит на 2-3 порции. Убираем в холодильник на пару часов до полного застывания. А затем посыпаем какао и украшаем мятой. Для следующего десерта в миску выкладываем 150 грамм творога любой жирности. Добавляем пару чайных ложек меда, нарезаем 1 банан и пробиваем блендером в однородную массу. Для начинки понадобятся сезонные ягоды или фрукты. Можно свежие, можно замороженные. Я это готовила летом, поэтому брала малину и персик. Персик нарезала на кубики размером с ягоду. Вместо персика можно взять, например, консервированные ананасы или свежие киви. Лист лаваша смазываем половиной творожной массы, выкладываем в ряд малину и сворачиваем в рулет. Оборачиваем пищевой пленкой. Точно так же поступаем со второй половинкой лаваша. Намазываем творожной массой, выкладываем в один ряд персик и сворачиваем в рулет. Оборачиваем пленкой и убираем оба рулета в холодильник на пару часиков. Затем нарезаем на порционные кусочки, смазываем верхушку сметаной или натуральным йогуртом. В холодильнике лаваш успевает пропитаться и стать мягким. Дополнительно украшаем орешками. Получается очень сочный творожно-банановый десерт с приятной кислинкой от фруктов и ягод. Вот такая получилась подборка, надеюсь, она вам понравилась. Если да, то ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пожелания, что еще нужно снять. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам настроения, всего самого замечательного. Всем пока!